У микрофона, как обычно, я, Лайнес, и я вас рад видеть на своем YouTube-канале. Сегодня у нас выходит 21 серия нашего пути ютубера вместе с вами. Коротко немножечко о нашем пути ютубера. В этом пути мы занимаемся перекупом, работаем на разных работах, занимаемся всем, что угодно на моей основе и зарабатываем кучу денег. Также хочу вам напомнить, пацаны и девчонки, что с недавнего времени я поставил себе цели, которые я должен выполнить на данном пути. Они у вас на экране, можете поставить на паузу, почитать. А вам я желаю приятного просмотра, приятного аппетита, кто кушает, а мы приступаем уже к видеоролику. В прошлой серии все, что мы купили, мы продали, поэтому начинаем наш видеоролик с опять пополнения нашего запаса аксессуарами, машинами, и на этот раз покупаем очки-сердечки за 1 050 000. Ихний рынок 1.1, 1.3 КК, поэтому мы их продадим себе в плюс на 200-250 тысяч. Я просто в этом уверен. Все. Теперь самое главное, чтобы он не убрал очки. И все. Теперь очечки у нас на перекуп пошли. Только вот-вот 10 минут назад купили очки и пишем уже в вип-чат, что продадим очечки. И мне написал челик, что давай заберу, и теперь он на месте торгуется. Просто какие гениальные. Сначала говорит поехали, а потом на месте торговаться. Ну, я пишу по моей короночке 1.3 да-да, нет-нет. Если нет, то и пошел он лесом, я найду покупатель за 1.3. Вот что и требовалось доказать. Попишу я в вип-чат еще минут 10, и у меня их заберут за 1.3 миллиона. Просто надо было немножечко подождать. А то челик 1.2 уперся и все. Ну, мы его тут продаем за 1.3, так что это навар 250 тысяч. Спустя час после продажи очков Снежинки я зашел на авторынок, и смотрите, какой интересный вариант нашел себе на перекуп. Это М3 G81 Touring, кажется, если я не ошибаюсь. Он продает ее за 4 миллиона мне. Тут стоит прошивка Sport и Nitro X10. Нету ни страбов, ни внешки, просто прошивка и Nitro X10. Посмотрим, за сколько мы ее перепродадим. Мы приехали на низкий автосалон, потому что продажа максимальная 3,6 миллиона, поэтому мы через Зазик это все сделаем, чтобы сразу доплата была 4 миллиона. Выбираем Зазик, BMW M3 G81, доплачиваю я, и теперь вводим 4 миллиона. И посмотрим, насколько же я уйду в окуп с данной BMW. Все, Санте мы закинули предложение, он его проверяет, правильно ли я указал доплату, потому что есть с камеры. И все, М4 у нас. Чтобы эту машину было дороже продать, давайте хотя бы поставим на нее тонировочку. Тонировка всего лишь 32 тысячи стоит. В общей сложности мы потратили на этот автомобиль 4 миллиона 600. Ой, какие 600? 4 миллиона 64 тысячи. Ну, смотрите, просто поставили тонировку, и машина уже смотрится солидненько. После того, как я поставил тонировочку, я постоял на бэушке, ну, наверное, минут 15-20. И у меня покупает Макс эту уже BMW M3 G81 за 5 миллионов рублей. Просто за 20 минут мы сделали миллион профита себе с данного автомобиля. Где еще, на какой работе можно заработать миллион за 20 минут от силы? Все, пишем 5 миллионов. Выбрали мы Зазик, мою М3, и теперь закидываем предложение Максимке, и он уже будет проверять его. Прикиньте, Максим отказался от предложения и сказал, давай я закину. Меня-то насторожил, ну давайте проверим. Нет, я не понял прикол в чем, я ему все правильно написал. Доплачивает он 5 миллионов, теперь вам платит 5 миллионов. А в чем смысл было делать это через тебя? Ну ладно. Самое главное, что 5 миллионов он доплачивает, и мы получаем миллион окупа с данной М3. С лету залетели на авторынок и выкупаем Bugatti Atlantic на прошивке Sport, Nitro X10 и Донстрабах за 2 миллиона 800 тысяч. Рынок этих Bugatti на Донстрабах 3,5 КК плюс, поэтому мы выйдем в хороший плюс с данной буги. Что я вам и говорю, вы выйдем в плюс с этой буги, просто в офигенный плюс. Только продал, и сразу же подбежал челик, и мы ему продаем ее за 3,6 миллиона. Просто даже не прошло и 10 минут, мы сразу продаем эту Bugatti Atlantic за 3 миллиона 600 тысяч. И получаем окупа 800к. Кто давно меня смотрит, вы прекрасно знаете, что я покупал для себя просто кейс Мона Лиза за 4 или 5 миллионов рублей. Пока я был в инактиве,
3 месяца этот кейс подорожал в 3 раза. И сейчас он стоит 20 миллионов рублей. И мы нашли игрока, который купит меня его за 19 миллионов. И мы получаем чистый профит с моей инвестиции 15 миллионов рублей за 3 месяца. Где такое просто было? Я его еще плюс слил, потому что мне кажется, что на него рынок упадет, и мы его потом купим дешевле. Продаем Ford GT на прошивке спорта Nitro X5. Я его брал себе специально для инвестиций за 2 миллиона, думал, что он вырастет, а он ни хера не вырос. Прошло уже почти 6 месяцев. И он вообще не дорожает. Поэтому продаем его за 2,3 и уходим в плюс за 6 месяцев на 300к. Продают BMW M3 G81 стоковую за 3 миллиона. Надо ее урвать, потому что это очень хорошая жила. Потому что мы поставим на нее прошивку спорт и уже будем с нее в окупе офигенном. Самое главное, чтобы типчик мне кинул. И если да, то все, мы с нее залутаем просто офигенный плюс. И ну когда ты кинешь предложение? Боже, совсем недавно мы продали мой кейс Мона Лизу за 19 миллионов, и тут-то челик продает кейс Мона Лизу 15 миллионов 500 тысяч. Я считаю, это хорошее предложение. Если мы его продадим также за 19 лямов, это просто офигительный окуп с данного кейса. Мне предложили обмен Сашу Белого на кейс Мона Лизу с моей доплатой 2 миллиона 650 тысяч. Я считаю, можно обменяться, потому что мы его купили за 15,5. Теперь самое главное, чтобы нас не заскамили, потому что кейс Мона Лизу неохота потерять. Будем понемножечку нажимать, потому что все равно у нас игроки такие ушлые, я не хочу просто так потерять. Так, все ясно, боже, скамер недоделанный, гуляй лесом, просто, боже, нищая дура. После того, как нас попытались заскамить на кейс Мона Лизу, надо, конечно же, купить себе что-нибудь на перекуп. И это у нас пал выбор на E38 BMW за 1 миллион 350 тысяч. Тут стоит прошивка спорт, гидропневма, я уже это все прочекал, поэтому без какого-либо здесь скама мы покупаем данный бумер себе на перекуп. Он спокойно уйдет, я думаю, за ляма 1.7, 1.8 на спокойном просто. Вот прям недавно вышла обнова с обновленным Нижегородском, и нам добавили новые квартиры, новые гаражи, и я решил, давайте-ка я потрачусь немножечко себе на улучшение и купим себе квартиру и гараж в Нижегородске, потому что это все по красоте. Также я пишу, продам кейс Мона Лизу. Тут я уже присмотрел себе квартиру в люксовом, в люкс-классе за 1,5 миллиона. Считаю, это просто лучшая цена, так как улучшение на данную квартиру стоит 5 миллионов рублей. А тут квартира за 1,5 миллиона. Просто лучшее предложение для таких хат. Квартиру будем покупать себе на первом этаже, чтобы не спускаться слишком долго. И вот она, номер квартиры номер 2. И покупаем себе квартиру в люкс-классе. Первый. Не, давайте лучше второй. Мне двойки больше нравятся. Слэш-тайминг. Так, сюда, это моя квартира. Так, все. Выкупаем эту квартиру, и теперь мы обладатели квартиры люкс-класса в Нижегородске. Просто какая это имба. За 1,5 миллиона мы получаем квартиру с ремонтом за 5 миллионов. Ой, какие 5? 10 миллионов, если я не ошибаюсь, стоит это улучшение, чтобы прокачать другие квартиры из Южного, Арзамаса и так далее. Квартира квартире, но перекуп по расписанию. Продаем наш бумер, который мы купили совсем недавно. И челик написал, что у него баланс 1,8. Давайте проверим, правду он сказал по факту. Давай теперь 1,8. Реально, челик не наврал, у него баланс 1,8. Давайте, ладно, ему руля кинем. Если он так хочет, то что, хозяин-барин, как говорится. Все, Андрей Фексаев проверил гидру пневму. Теперь закидываем ему предложение. И давайте посчитаем, насколько мы вышли в плюс с данного бумера после его перепродажи. Мы вышли в плюс, получается, на 550 тысяч с данной продажи. И я считаю, это достаточно хороший окуп. The next day. Новый день, новые покупки. Тут сейчас я нашел челика, который продают москвич из очень старого БП за 3,2 миллиона рублей. Чтобы не ехать на БУ, давайте ему кинем обмен и уже здесь обменяемся, потому что это БУ слишком долго, а тут это просто дело 5 секунд. Я не скамер, просто
челик проверит, и мы заберем данный москвич за 3,2 миллиона и перепродадим его просто в офигительный окуп себе на аккаунт, и будем просто кайфовать с легендарного окупа и легендарного москвича. Просто от души тебе, Руслан, за данный москвич. Просто нашел F90 на комфорте, я думаю, может быть за 8,5. Ладно, давайте заберем за 8,6, мы ее продадим где-то за 10 лямов. Окей. Эти 100к нам погода не сделают, но зато мы получим дикий окуп с данной F90. Все, давай кидай фастом, кидай 8,6, я тебе написал, 8,6 забирай, пожалуйста, мне кинь, потому что я давно ее приметил себе, но не хотел брать, и тут уже есть мне потенциальный покупатель на эту F90. Самое главное, чтобы Максим кинул мне за 8,6, потому что я выйду в дикий окуп с продажи данной F90 на комфорте и Nitro X5 или Nitro X10. Все, проверяем 8,6 миллиона. Подтверждай, Максим. И очень преогромное спасибо тебе за данную F90 на прошивке комфорт. А если вы вдруг хотите, чтобы новая серия уже вышла завтра, то прожимаем 20 лайков. Следы трой суду мы на снегу. Я перестал думать про бабки на счету.